Здравствуйте, девочки! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за добрые слова, за лайки, подписки, комментарии. Спасибо. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было и чего бы то ни было, в том числе и от результатов этого расклада, нужно любить себя, искать себя, баловать. Никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Итак, тема сегодняшнего расклада звучит так. Кто скучает по тебе? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Подарочек. Подарок небес. Ух ты. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Так, буду уточнять, что у нас тут вышли какие-то волки в овечьей шкуре. Нужно уточнить, о чем это. Это вы у меня волк в овечьей шкуре? Нет, это какие-то третьи лица, трио. Понятно. Угу. Это вы... Интересно. Угу. В детстве много сказок читали. Или фэнтези, да? Любитель. Ладно, это я так утрирую. Но вот эта карта говорит о том, что вы в чем-то как-то, ну не знаю, наивному, по-наивному или по-детски можете воспринимать, ну не знаю, даже окружающие какие-то вас воспринимать, может быть, события, которые с вами происходят. Но тут не в том плане даже особенности вот восприятия, наверное, да, какие-то. Тут вот просто смотрите, вот карта кольцо и карта святая вода, и карта фэнтези. Карта феечки. Это история, и рядом же карты такие, говорящие об этих оборотнях. То есть у вас видение людей, вы, наверное, сквозь призму собственного восприятия мира, может, наделяете их какими-то такими качествами, ну, в данном случае получается достоинствами, которыми они не обладают. И потом, соответственно, рано или поздно вы в них разочаровываетесь. Эти люди вас, они, может, и не обязаны соответствовать вашим, ну, как, возлагаемым на них там надеждам, да, они живут своей жизнью, они даже не предполагают, что вы там наделили их какими-то качествами. А тут получается так, как будто бы вы свято верите в то, что вот они такие, да, и в один прекрасный момент вы в них потом разочаровываетесь. Вот так вот мне идет. Это не обязательно мужчин тут касается. Тут касается в принципе трио. Тут женщины, двое мужчин. Это может касаться в принципе мужчин, женщин. Тут не имеет значения пол. В данном случае вот тут даже как будто бы, ну, карта-то, конечно, звучит так, волк в овечьей шкуре, то, конечно, люди стараются казаться лучше, чем они есть. Все мы таковы. Такова наша природа. Очень мало кто сразу там демонстрирует свои негативные какие-то там качества, ну, какие-то отрицательные, да, и поступки совершают такие сразу же, да, при первом знакомстве. Как правило, все скрывают там свою теневую сторону. Тут как будто бы вы искренне там верите в то, что вокруг вас там какие-то добрые, светлые люди. Ладно, что-то тут у меня такое показано. И у кого-то это карта, рядом карта свобода. Тут у кого-то уже печальный опыт брака, союза с каким-то мужчиной. Почему-то мне показана женщина, то ли вы сейчас для себя рассматриваете вариант такой, что вам, может быть, лучше самой быть без, ну, без какого-то мужчины, без союза с каким-то мужчиной. Или же вы в принципе думаете,
Вот как только карта свобода, и тут вот по поводу вот этих каких-то, ой, где-то воздушных замков, может быть, каких-то иллюзорных ожиданий по поводу брака, союза. Тут карта кольцо, а дальше святая вода. Как будто бы вы столкнулись с какой-то действительностью, к которой не были готовы. Или придумали, опять-таки, вот, наделили своего избранника какими-то качествами. Тут об этом, о вашем каком-то восприятии людей. Я не буду тут из вас прям, ну, такую барышню, ну, как бы, вырисовывать, обрисовывать, которая далека вообще от мира, в грезах каких-то находится. Я понимаю, наверное, ну, догадываюсь, что вы там прекрасно понимаете, что, опять-таки, все мы живем в земном мире, и там, скажем так, ужин никто не отменял, и вы понимаете, деток нужно кормить, и обувать, и одевать, и просто так манной небесной сыт не будешь, да, и росой они не будут питаться. Но тут вот прям какие-то такие мне показаны качества женщины. Вот она такая мораль. Это карта открытых ладоней. Это карта честности. Это карта женщины, которая предпочитает вот так в открытую вести вести там диалоги. Женщина, которая особо не приемлет там каких-то манипуляций, многоходовок, каких-то теневых вот этих вот склоки, выяснения отношений там, или сплетни, или когда за спиной там что-то. Тут вы бы хотели, чтобы вас окружали вот такие люди, которые тоже будут с открытым вот сердцем, с добром в сердце вот к вам расположены. Но вот эта карта говорит о том, что у вас на самом деле, вот, может быть, даже в связи с этим, какое-то неустойчивое положение в социуме, ну, окружение рядом с вами, оно абсолютно другое. Вы где-то чувствуете себя, может, даже если не чувствуете, то эти карты показывают, что так оно и есть. Вы как где-то инородное тело вот, можете себя ощущать. Вот смотрите, сидит эта барышня на этой жердочке, рядом с ней вороны. Вороны каркают между собой, там договариваются, они взлетят в любой момент, упорхнут, и потом присядут опять на эту жердочку, а вы можете свалиться. То есть вы то ли пытаетесь с этими людьми разговаривать, ну, которые тут олицетворяют вот эти ворон, то ли вы пытаетесь разговаривать на их языке, но они прекрасно понимают, что вы другая. Или вы, более того, даже не пытаетесь с ними разговаривать на их языке. Вы, может быть, как знаете, в чужой монастырь со своим уставом. Ну, я понимаю, это как-то грубо звучит, но вот тут так. Может быть, вы из последних сил стараетесь пробудить в ком-то доброе, светлое, а тут, ну, как бы, ну, вопрос, надолго ли вас хватит и к чему это все приведет. Вообще, по идее, вот эта карта первая, вот подарок, ну, как бы я где-то поиронизировала, да, подарок небес, но по факту вы, правда, вы очень тут добрый, светлый человек. Вы для людей являетесь подарком. Другое дело, многие, кто может оценить это. Может быть, ваши какие-то проявления заботы, внимания, доброты воспринимаются сразу, да, замечательно, люди потребляют это с удовольствием, а потом привыкают и воспринимают как должное. Более того, вашу доброту могут воспринимать тут как должное, потом вы уже как будто обязаны, и как признак слабости. Вот тут вот так вот, могут даже потом обесценивать это все. Вот мне так идет. А вообще сама по себе свободолюбивая, при всем при том, что открытые ладони, это желание жить в мире, творить добро, да, а при этом вряд ли вы будете долго терпеть, вот если там будет идти какое-то, ну, опять-таки, обесценивание конкретное, да, или навязывание своих каких-то правил. Ну, тут свободолюбивая, не знаю, насколько вас хватит. И опять-таки видение себя вот в этом мире. Вы прекрасно понимаете, что вы вот не похожи на большинство, ну, вот там окружающих вас женщин среднестатистических. Может, восприятие мира, может быть, в принципе, увлечениями, хобби.
Ну, это опять-таки тут в этой карте проходит эзотерика, психология, в принципе, какое-то волшебство. Вот необычная девочка. Вот, вернее, даже это даже не сколько во внешности, это в, повторюсь, в каких-то суждениях, может быть, даже моральный кодекс свой какой-то. При этом вы четко следуете ему. У кого-то, ну тут опять-таки вот это вот отношение к людям, может быть, шансы вы можете давать. Честно говоря, тем людям, которым не нужно их давать, которые могут потом вас использовать. Да, ну своя философия, повторюсь, еще у вас какая-то может быть. Да. Вот такая мне девочка пришла. Такая сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Кто скучает по тебе? Что это за человек? Может, женщина даже, не обязательно мужчина. Да. Может, подруга ваша. Что-то я подругу свою вспоминаю. Я по ней скучаю. Думаю, она по мне тоже скучает. Может, там сестра. Не обязательно, повторюсь, еще это там какой-то, может, влюбленный в вас этот сосед. Так, кто скучает по вам? Может, коллега по работе? Кто скучает по вам? Кто скучает по вам? Что-то теоретическую возьму. Захотелось. Микс. Так, кто по вам скучает? Начинаем, продолжаем. Итак, кто по вам скучает? Ух ты, ё-моё. Королева кубков. Ой, ой, какие карты. Это, ё-моё, прям. Девочки, а что это такое? Тут такие карты стрёмные. Мне прям руки так хотелось так отнять. Проклятие, бесы. Тут наигранная святость, манипулятор. Это чё, кто по вам такой скучает? Ну, тут у меня вышла королева кубков, это женщина какая-то. Но мне прям стрёмненько, что такой человек. Причем тут это все? Каким образом это к вам относится? Прям аж... Ну, девочки, это не мужчина. Вот на данный момент, прям в эту минуту, по вам скучает женщина. Ну, королева кубков, тут и паж кубков вышел, конечно. И как мне разобраться? Как мне разобраться? Королева кубков и паж кубков. Ну, паж кубков это может быть мужчина. Нет, это женщина. Вот я специально уточнила. Вышла карта женщины. Так, хорошо. Давайте еще тогда уточню, дабы уже точно мы понимали, о чем это. Это ваша подруга? Это ваша подруга? Вот она говорит, да, ну, скучаю, я скучаю по ней. Да, это 100% ваша какая-то подруга. Угу. А тут такие карты страшные, честно говоря. Вот это какое-то проклятие, бесы, идол, наигранная святость. Это на нее такая характеристика? Ага, в любовной сфере у нее. Угу. Она манипулятор. Опять вышло тут бес, и тут с другой колоды сущность. Ой, бог ты мой, это о чем вообще?
Так, сразу скажу, эта женщина, ну, тут очень большая вероятность того, что ваша подруга, у кого-то это может быть в прошлом вы больше дружили, сейчас в силу там каких-то обстоятельств, там, расстояния между вами, или, ну, еще что-нибудь, может, судьба как развела вас, какие-то стороны разные. Так, это что у нее? Вот у нее сейчас какой-то период очень тяжелый в жизни, самое время вам поддержать, позвонить какой-то девочке, вашей подруге, поддержать девочки. Потому что у нее тут она планировала карта мост, что у нее будет развитие, она будет куда-то идти, там, опять может продвигать, там, у кого-то бизнес, у кого-то там, ну, опять-таки, новые какие-то горизонты, что-то там, новые дела, осваивать что-то. А тут карта коса, она все как вот непруха, как срезает у нее все. Вот этот мостик, эти ее планы какие-то, все как разрушаются. Или вообще не в том мере, как она там планировала, оно совершенно оно как будто не реализуется. Как свинью кто-то положил, надеялась, что это будут наоборот использованы даже шансы какие-то у нее в жизни. Опять-таки надеялась, что, ну, может быть, ну, это как подарок судьбы, да, вот там то, что с ней там, может, начало происходить. А тут по факту это как свинью подложили, подмена как произошла. Ну, вот как темная черная полоса в жизни у нее. Видите, ребенок сидит, разодраны колени, штаны разорваны. В общем, такое, как будто бы беспросветно. Ощущения по луне очень много, как будто бы каких-то нюансиков. Вот прям вот может быть одно, что начинается, заканчивается, и второе тут же какое-то, ну, не очень что-то такое благоприятное начинается. Горы, трудности. Хоть она сама по себе, эта женщина, очень харизматичная, у нее магнетизм, она может быть очаровательна, она может сама по себе быть, ну, и внешне привлекательна, и она умеет пользоваться своей, ну, там, чем ее Боженька наградил, да, родителей, внешние данные. В принципе, женщина, которая ценит материальная стабильность и, может быть, прикладывала усилия для того, чтобы в ее жизни, тут карта якорь, эта стабильность была. Но тут ей катастрофически как будто бы не везет с мужчинами, с мужчиной, карта воин, мужчины разрушают, любовная сфера, может изначально, она привлекательна, эта женщина. Мужчины там, ну, сходятся с ней, там, в какие-то входят взаимоотношения с ней, и она хотела бы этой стабильности на самом деле. Но вот тут вот карта вода, это любовная сфера, да, и карта воин. Как будто мужчины вот, ну, разрушают эти взаимоотношения. Прикладывают усилия не для того, чтобы созидать, да, а наоборот, чтобы разрушить. Она говорит, как проклятие какое-то. Тут карта беса еще. Ой, опять-таки, она может, карта иллюзии, очаровываться, обнадеживаться, как вот входить в какие-то взаимоотношения, ищет идеальных каких-то взаимоотношений. Так, сейчас. А попадает как, ну, тут темница. Опять-таки, со связанными руками, какие-то ограничения, может, материальные ограничения. Так, тут еще как будто история о том, что если бы она больше информации, ну, как бы узнавала до того, как вступать во взаимоотношения с мужчинами, тут карта сплетни, она, может быть, бы и дальше не создавала с ними дом, семью. Тут как будто бы она, если бы перед тем, как вступить в союз, во взаимоотношения с ними, там, навела справки, может, сопоставила бы, да, там, может быть, вылезла бы какая-то информация о предыдущих браках этих мужчин, о взаимоотношениях этих мужчин, может быть, как они себя вели там в предыдущих, то, ну, она бы не рискнула даже дом, семью с ними создавать. Вот тут об этом почему-то, потому что тут наигранная святость. Она воспринимает мужчину, вот как вот ей кажется, вот картинка, она вот, хоть она тут и умная, мне кажется, она очень умная, ну, не глупая, по крайней мере, но все равно как-то вот, ну, слово жаргонизм ведется, да,
ей кажется, идеальную картинку она видит, то ли будущего с этими какими-то мужчинами, то ли ей настолько хочется с ними быть. Ну и тут карта дальше наигранная святость. То есть они потом проявляются тут как манипуляторы. Ой, ну как будто иллюзии ее развеиваются. И она сама потом, сама может быть даже думает, боже мой, как я на это все повелась, где мои глаза были. Но так чтобы быть честными и уже до конца тут уже картинку открыть, она сама по себе довольно-таки эгоистичная. Она может быть как большой ребенок. Вот хочу и все. Это может быть даже касаться выбора мужчин. Ее даже могут предупреждать, но если этот мужчина ей нравится, то уже нравится, то уже и пофиг по большому счету. Получу его и все. Ну как бы это, чем бы это чревато не было. Ну вы поняли, да? Опять-таки, почему-то в любовной сфере она как королева кубков и как паж кубков у меня проходит. Ну где-то, ну я не буду говорить, это инфантилизм какой-то. Нет, это скорее, даже не знаю, как это объяснить. Она приходит как ребенок отчасти в любовной сфере. Ну, скорее, давайте так. Может быть, именно в любовной сфере она больше проигрывается, если как ребенок, это желание получать, а не отдавать. Рядом с солнцем карты, да? Солнце это карта харизматичного, общительного, веселого человека, да, но и рядом с такими картами, если в этом контексте, то скорее ребенок, он же берет, он мало что отдает в этот мир. Взрослые люди отдают, равноправные партнеры отдают. Ну, тут больше, в принципе, да, по большому счету, наверное, у нее тоже отчасти, я хочу так как-то тактично сказать, потребительское отношение может быть проигрываться к мужчинам. Может, не сразу, да, любовь любовью, но вот тут почему-то такой тоже нюанс. Ну, это к тому, чтобы картинка была полная. Не все тут негодяйские, я имею в виду мужчины, и не все белые пушистые женщины. Тут такая девушка, знаете, которая больше настроена получать, чем отдавать. Изначально такая. Так, больше настроена она все-таки на то, чтобы ее любили. Хотя, тут королева кубков, ну, вообще это архетип женщины, для которой любить равно дышать. И королева кубков, для нее свойственна, да, жертвенная позиция в чем-то даже, больше отдавать. Но тут именно сочетание, как будто бы, знаете, она обманывается. Ей кажется, она выбирает мужчин, которые могут ей что-то дать, да, вот как будто бы мне так вот картинка. А по факту потом получается, они ею манипулируют, и она больше отдает даже им. Как обман такой вот получается, подмена понятий, как иллюзии какие-то вот у нее. Ой, так, это ваша подруга или бывшая подруга. Так, она скучает по тебе. Почему она по тебе скучает, по вам? Ну, у нее сейчас вообще тяжелая полоса. Мне показана карта униженность, эмоции и финансы. Карта гроб. Знаете, может, раньше она себя там ощущала, ну, какое-то время там уверенно и в материальном плане, и в плане, может быть, эмоциональном, там, поддержка партнеров была, уверенность в том, что она там любима, привлекательна, там, сексуально ей там восхищаются. Сейчас как будто бы вот параллельно с тем, что нет эмоциональной этой подпитки от партнеров, параллельно с этим и проблемы с финансами. Ну, как будто бы по всем фронтам как проседает, что в нее. Она как в лабиринте. Она в лабиринте, она не знает даже, как из него выбраться, из этого лабиринта. Более того, по влюбленным и карта лабиринта подчинения, она даже хотела бы разобраться, может быть, даже с человеком со стороны спросить, почему в моей жизни все так происходит, почему я, допустим, как повторяющийся этот сюжет у меня, бегущая по граблям. Может быть, мужчины абсолютно разные, но
Финал один и тот же, да? Там развод, расходятся они там, или она чувствует себя в роли жертвы, пострадавшей. Как лабиринт, она выхода не видит. Ей сейчас тяжело очень. Вот ей хотелось бы, может быть, с вами элементарно поговорить даже на эту тему. Поддержка ей нужна. Даже как будто бы опора сейчас, вот если у нее была опора, может, со саму себя, там выбор, там какой-то жизненный путь, она четко знала, куда идти. Сейчас она как сбита с толку она. Так, в отношении вас какие эмоции у нее? Хм. Интересно. А вас она считает очень мудрой, кстати. Вас она считает женщиной, тут карта мастер. Ваша карта мастер и карта лилия. Вас считает очень привлекательной, где-то в чем-то наивной, но по большому счету женщина, которая руки не опускает, которая энергия есть на созидание. Опять-таки, может быть, ей даже хотелось, чтобы вы этой энергией ее поддержали, наполнили отчасти. Мастер, может, именно она вас считает мастером, может быть, в своем деле, но параллельно с этим, смотрите, карта урожай, карта всадники, Орликин. Это история о том, что она, ну, давайте так, она думает, что у вас очень большой опыт во взаимоотношениях с мужчинами. При этом вы как будто бы с разными мужчинами могли взаимодействовать. Тут карта всадник это типаж такой, знаете, прискакал, получил, что надо, ускакал. Герой-любовник, альфа-самец. А тут карта Орликин. Это история о том, что нестандартный какой-то подход у вас, мастерство, может быть нестандартный подход к... Тут карта урожай. Давайте так, к восприятию, ну, так, давайте скажем, я думаю, она вас считает очень опытной, женщиной, которая не будет ее осуждать, женщина, которая даст дельный совет, женщина, которая может действительно, ну не то, что там оправдать любой ее там какой-то поступок, проступок или какое-то, не знаю, событие в ее жизни, ну, действительно поддержать. Вы сможете увидеть в этом какой-то логический смысл или сказать, это тебе для этого нужно. Это не просто так в твоей жизни. Тут как будто бы, ну, она вас очень ценит. Ей очень, ну, важно ваше мнение. И она его считает действительно как, ну, не буду говорить экспертным таким, но не глупым. Тут вы для нее очень мудрая. Тут чуть ли не вы единственная, может быть, женщина, с которой она готова это обсуждать. Может быть, о своих каких-то, знаете, у каждого из нас в жизни есть какие-то поступки, события, о которых мы, ну, не стремимся рассказывать большому количеству людей. Может быть, там один-два человека. Так вот, вы являетесь вот тем самым, может быть, единственным, с кем бы она хотела, прям хотела бы это обсудить. Ну, вот такой у меня сегодня расклад, девочки, получился. Вот эта вот девушка, женщина, она очень скучает по вам, и ей нужна ваша помощь, ей нужен ваш совет. Вот так. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.